Подошли к палатке Чикёфте. But no meat. Chicken with no meat. Без мяса Чикёфте. Acılı. Atsız. Etsiz yasak et yasak. Чё? Она не поняла, с какого берега. Allah kafam karıştı. Минарет, посмотрите, как красиво смотрится. Минареты. Минареты. В общем, мы вышли, хотели подойти к речке, но нас обратно уже не пускают. И к речке не пустили, и обратно не пустили в парк. Поэтому куда-то мы идем. К центральному входу, что ли? К другому входу. Ну, правильно, там же хэс-код спросят, а здесь нет контроля. Здесь только выход, получается. Ага. Смотрите, какая красота. Чё, Гизаль? Are you okay? А? No problem. We are walking. Да-да-да. Красотища. Огоньки светятся, смотрите, какие-то. Гондол. А, катают на этих, на гондолах. Yes, Venice. This is Sheraton. Отель Шератон. Yes. Там такой торговый центр рядом. Такая не узкая река, широкая достаточно. А вон гондола плывет для прогулки. Медленно плывет лодка, эта гондола по реке, подсвечивается. А за ней видно вот это мостик переходной, через реку можно перейти пешочком. Но я так подозреваю, что он сейчас, скорее всего, закрыт, потому что здесь входы-выходы перекрыты, полиция все проверяет, сохраняет. А здесь вот Миша хочет нечаянно упасть в речку. Сразу не обратили внимания, а вот эта гондола сейчас проплывает мимо часовой башни. Мы ее видели, там ребята напечатали ее на 3D принтере. Мы проходили там, где ребята на 3D принтере всякие безделушки печатают, в том числе вот такую часовую башню. На видео сейчас как будто все в дымке. Глазами вроде бы так не видно такой дымки, но она на самом деле есть, потому что здесь столько мангалов одновременно работает. Я думаю, что из космоса сейчас Адана горит. Сейчас из космоса как будто в карте пожаров мира Адана первое место занимает. Вышли мы уже из фестивальной зоны. Пришли на батуты, Миша захотел. Иди, плати. Миша дорвался до батутов поскакать. Здесь в парке есть этот... Не так много аттракционов для детей, открытых сейчас. Вот. Сейчас дети тут целая куча скакали, малыши меньше, чем он. Мы говорим: Миша, как ты здесь будешь прыгать? И сейчас у всех у них время закончилось, и Миша здесь остался один. На всех 6 батутах. Так что сейчас тут поскачет он здесь. А потом есть предложение поскакать. А, вот еще малышня, девочка сказать. А потом еще поскакать вот на этой штуке. Миша! Миша! Ну, Миша сказал, что сальто не хочет, просто хочет поскакать. Давай с разбегу. Раз. А, нормально тоже.
Дзюдо, Миша. Олег с Алексеем играют в аэрохоккей. Потому что темно, эта штука почти не видна. А счет некорректно ведется, Олег забил. 2-2. Счет не ведется. 3-2 ты ведешь. Мы взрослые сидим на стульчиках и наблюдаем за одним вот этим единственным ребенком-прыгуном. Salto. Salto hadi. Нет. Опа! Aslında doğru. Молодец. Браво! Молодец. Классно получилось. Go. Salto. You see? Yeah. Bu tarafa doğru gidiyorsun. Вот тут будешь с дорожки выезжать аккуратно, а потом добавишь. Biliyor musun? Do you speak Turkish? 1 minute. 1 minute. Минуту, подожди. 1 minute. Bak. Gas. Go. Relax. Stop. Go. Stop. Okay. Slow. Go. Не спеши только, хорошо? Катаешься еще или все уже? Все. Да? А сколько минут? Давай еще, проехать. Go. Иди с Мишей прокатись. Никто тебе не сказал, с чего ты решил? А, здесь дорожка сделана, и туда вот можно доехать. Колеса специально положили, чтобы дети катались здесь. Вот они, вот Миша едет, за ним Олег. Делали это самое, дорожки. Давай еще катайся, скажут, когда все. Ребята поменялись по ходу дела. Там полицейские в засаде сидят. Много машинок разных стоит здесь, и таких и эдаких. У них дорожка намного больше вообще-то, но из-за того, что здесь собор поставили полицейские, все, катаемся вот по этому маленькому кругу. Вот Олег катается, где-то Миша Иван катится.
Миша едет. Хоть 4. Сзади за ним Олег. Тут развлечения для детей. Кстати, на мой взгляд, лучше, чем бывает, когда по городу, помнишь, в Болгарии такие катаются во многих местах. Стоячие, да. И на всей скорости носятся мимо людей, опасно так это. А здесь более-менее площадка только для этих автомобильчиков. С велоприводом и с таким вот катаются они, никого не трогают, никому не мешают. Слава Богу, как говорится. Еще Миша на всем тут покатался, молодец. Мы уже нагулялись. Ночная Адана. Вот эта мечеть, которую мы проходили там в парке, видели тоже. Мы зашли в магазин, немножко купили овощей и фруктов. И теперь едем в сторону дома, наверное. Ой. Что у нас водитель вроде трезвый. Завтра приедет Эрдоган. Мы предполагаем, что на этот фестиваль, возможно, мы его даже увидим. Посмотрим, что он будет готовить. Что он будет есть. Ничего не будет, но чем заинтересует? На, хочешь поснимать? Ночную Адану. Ben yorum yapamam. Sana bana bağırırsın ben. Nereden bileyim? Мы реку проезжаем сейчас, там вообще мост старинный. Old Bridge. Yes. Слушай, ну только большой город, да? This way goes to my village. Taş köprü. Караташ. Yes. Your mother? Yes. Yes. Не поедешь в дом? You will not go. Will not go On Sunday morning I will go. Sunday morning. Pazar sabah. Sunday это воскресенье? Да. Pazar. Pazar günü. 5 минус. А мы что, пойдем гулять, а не поедут родители? Olga, you want to buy a sports shoe from Decathlon? Huh? Yes. Okay. Here's Decathlon also. А оптик? Efendim canım? Buralarda duraydım nasıl? Мы приехали в торговый центр, здесь и Медиамарк, и Декатлон, и различные, и синема даже есть. Playland даже есть. Playland. Тебе... Сюда завтра приедем? Джей, 0707. Ага. Тоже Volkswagen Polo today. Пойдем? I don't know. Можешь спросить? Можно я спрошу? Мы же завтра на фестиваль целый день идем. Как по целый день? Tomorrow we're going to Playland. Will. Будущее время will. Ты мне ее давал разве? Да, в сумке. А, точняк. Точняк. Мы в торговом центре. LC Waikiki. Котон. Тенти. Для Мишутки Playland. Здесь вот такое, для совсем-совсем маленьких малышей. Здесь куча песка, народ бегает босичком. Игрушки всякие, там машинки. Песочница, короче. Так что Мише здесь вряд ли будет интересно.
И называется это Playland. А то он так хотел, говорит, давай попросим наших друзей прийти, я в Playland хочу. Он думал, это типа нашей Замани, типа нашего Джеки Джоя. Но нет, вот он весь Playland. Для детей, ну, до 5 лет, я так думаю. Котон. Индирим. Зашли с друзьями в Декатлон. Посмотрите, какая обувь какая-то специфическая, спешили. Такая подошва, такая, вот такая штучка есть в пятке. И она реально амортизирует. Так в них удобно, обалденно вообще. Но ценник, конечно, вообще не маленький. 650 лир. Ну что, Леш? Мужские, кстати, хорошо смотрятся на ноге. А женские нет? Женский темновато, надо было светлее цвет брать, делать, да? Ну, зато они не такие марки. Ну да, он по нашей пылене вообще серенький, ходишь. Давай 2 пары возьмем. Тебе не жмут? Нет, они не жмут, они вообще не жмут, не снизу. Тебе в этих удобно гулять? Нормально. А? Не будешь брать? Хочешь, давай возьмем 2 пары. Это лучше, чем, блин, одни пары очков. Как ты считаешь? А? Легкие, да? На пятки амортизируют, да? Здесь на этаже такой вот шоколадный фонтан из белого и простого шоколада работает. Прикольно. Мы оставили детей с подругой нашей дома и с Лехой, ой, с Алексеем и нашим другом идем свадьбу посмотреть. Музыка громкая играет. Друг наш говорит, что это свадьба. Идем. Пойдемте, вам тоже покажем. Я надела новые кроссовки. Очень удобные. Мягкие, амортизируют. Обалденные. Теперь я готова гулять каждый день. I'm ready to walking every day. Very comfortable. Угу. Идемте, свадьбу вам покажем. А вот и турецкая свадьба.